Народ, всех приветствую. Продолжаем с вами обозревать созвездие. И сегодня на очереди созвездие Феникса. За кадром я его уже успел просмотреть. И сейчас вообще, в принципе, самое главное по созвездиям, чтобы были сильные активки. Потому что, пассивки, они так, плюс-минус у всех идентичные. И здесь, на самом-то деле, все у нас хорошо. Значит, ПВПшную активку у нас здесь немного забалансили, но по сути своей она осталась прежней. А вот ПВЕшная активка, понятное дело, у нас здесь новая. Ну, в общем, давайте разбираться. Погнали смотреть видос. Быстренькая вставка. Я сейчас очень много стримлю на Твиче, и все анонсы у меня в группе в Телеграм-канале. Также и дополнительный контент там можно найти, поэтому переходи, подписывайся на Twitch, на телегу, все, погнали дальше. Начнем с самого интересного. ПВПшная активка сейчас называется Пламя Феникса. Раньше это был волшебный поток. На Сирусе это называлось всплеск энергии, по-моему. В любом случае, как сейчас работает? При активации вы вызываете немоту у 5 противников в радиусе 8 метров на 2 секунды. Эта активная способность осталась прежней. То есть вы в радиусе накидываете немоту. Это очень мощно. Для ПВП, понятное дело, просто массовая немота. В двойке, в тройке, даже в 1x1 это работает безотказно. Прям очень хорошая ПВПшная активка. Но изменения в этой активке коснулись именно ее второй пассивной составляющей. И с моей точки зрения, отдел баланса Сируса вот эту активку конкретно очень хорошо видоизменил. Они ее вот именно к балансу привели. Просто вы обычно с моей стороны, я так понимаю, привыкли слышать негативные комментарии в сторону сирусовцев, но они как бы объективные, понимаете? Если есть за что похвалить, я говорю, что да, вот здесь сделано хорошо. И вот конкретно данная ПВПшная активка, она сделана хорошо, видоизменена. И я не думаю, что это случайное изменение, потому что все-таки оно, именно логичное. Оно всегда напрашивалось. Значит, читаем, да? Одновременно с этим вам и вашим питомцам восстанавливается 2% максимального запаса маны или 15 единиц энергии, ярости, тонуса или сил рун каждые 2 секунды в течение 6 секунд. То есть как было раньше. Возьмем, допустим, ДК. Вы прожимали активную ПВПшную способность, накидывали немоту, и вот ДКшнику моментально регенило 60 единиц силы рун. Моментально, как только вы нажимаете данную кнопку. Если что, этого хватало на призыв Гарги. То есть вы за одну кнопку, даже которая не вызывает глобальный кулдаун, уже получали такое количество сил рун, которое хватало на призыв Гаргульи. Это очень мощная наша ПВПшная способность, по сути, бурстовая. И вот 60 сил рун это ни хрена не могло, поскольку вам приходилось по дефолту, да, без этой активки условно, 3 или 4 способности использовать, чтобы 60 сил рун накопить. И вот сейчас данная пассивная составляющая активной способности приведена к балансу, потому что у вас не моментально накапливается энергия, а постепенно, в течение 6 секунд каждые 2 секунды. Ну, то есть у вас будет 3 тика. И при этом всем, если мы берем, опять же, силу рун, у вас уже будет не 60 единиц, а только 45. Я могу говорить только за ДКшника, поскольку я играл в созвездии Феникса именно на нем. Но я так подозреваю, что в принципе, да, всем и мана теперь меньше регенится, и вот энергия, ярость. В общем, все, что касается регена, оно было занерфлено. И нерв заключается сразу в двух ипостасях. То, что не моментально, и то, что в принципе единиц регенится меньше. Если вы играли или играете на хилах с данным созвездием, напишите в комментах, насколько меньше стало регена маны. И стало ли вообще. Ну, скорее всего, да. Но нужно знать конкретно в процентах. Поэтому, если шарите за данную тему, напишите. Эй, больше 70 видосов ты можешь найти у меня на бусе. Там есть как и бесплатный доступ, так и доступ по подписке, соответственно. Буду рад твоей поддержке, переходи и подписывайся. Но самое основное, понятное дело, на чем мы должны держать упор, это то, что оставили, слава богу, массовую немоту у данной способности. Потому что именно ради этого эффекта я Бладельфов и выбирал. Для тех, кто не в курсе, в последующих аддонах у Бладельфов, в принципе, да, на официальном вове, убрали вот эту вот способность к массовой немоте, потому что посчитали ее слишком сильной. И вы вот вдумайтесь, на актуале сейчас, знаете, какая расовая активка у Бладельфов? Она также в области накидывает вот этот эффект, также регенит вам ресурсы, но при этом не немоту накидывает, а просто один магический положительный эффект диспеля с противника. Ну, то есть, вот просто в хлам убили ПВПшную активку, и Бладельфы стали в ПВП неиграбельные. А лично для меня, играя вот за ДКшника, невероятно вставляет играть именно созвездием Феникса, потому что вот этой как раз-таки немоты дополнительной и не хватает, вот в моем понимании вообще в принципе игры за ДК. Суть в том, даже не важно особо за какого именно ДК вы играете, там Анхолик, Гибрид, Фрост, тудым-сюдым, вы всегда хотите грипнуть противника, накинуть на него немоту, и под эту немоту, под удушение, вот конкретно, да, забурститься. Желательно забурститься во вражеского хила, да, желательно со своим тиммейтом, но в любом случае вы хотите, чтобы после удушения проследовал еще какой-то контроль. И вот если ваш тиммейт, допустим, не может выдать стан, у вас на этот счет имеется дополнительная немота в кармане, которая, да, будет работать уже не 2 секунды, а 1 секунду, но учитывая, что после второй немоты вы также еще и питомца можете противника подстанить, суммарно это вот как раз выливается в ту самую необходимую
необходимую комбинацию, за которую вы просто можете ваншотнуть противника. А вот когда вы играете без волшебного потока, без созвездия Феникса, ну, допустим, на вот ЛК Классик там любят играть за людей, потому что у людей расовый тринкет, вы, соответственно, не носите с собой медальон, который диспелит все эффекты там станов, оглушения, рутов и так далее. Соответственно, одеваете на своего персонажа второй тринкет, который прокает, допустим, на силу атаки. Но вот лично мне такой геймплей не особо нравится. Да, в принципе, на бумаге это выглядит сильно. Ну, понятное дело, у вас просто расовая активка, которая диспелит все дизейблы. Это очень мощно, учитывая, что у вас освобождается слот. Но вот как-то вот прям вот мне супер неприятно. Я настолько сильно привык играть с волшебным потоком, который немоту накладывает, что вот без него как будто бы вот уже не в кайф. В принципе, геймплей за ДК производить. Я бы сказал, что в каждом третьем бою волшебный поток позволял мне убивать таргет, и без волшебного потока я бы этого эффекта не достигал. То есть вот чуть-чуть буквально дожимается противник за счет вот этого вот микро, просто по сути дополнительного, ну, дизейбла, невозможности дать противнику захилиться. Да, всего лишь секунда дополнительная, но, блин, насколько же она важна. Плюс не стоит забывать, что это не мотата по области работает, она же не таргетная, и если вы играете против кастеров, это, опять же, супер полезно. Поэтому данную активку стоит использовать не только как дополнительный дизейбл во время бурста, но как еще и дефательную способность, которая позволяет вам, ну, просто тупо немоту накинуть на противника, все, кастовать не могут, дамага нет, ну, вы выживаете условно. Окей, это мы отвлеклись, идем дальше. Значит, ПВЕшная способность у нас. Древняя сфера. Если вкратце, просто я чуть попозже уже это продемонстрирую именно в игре. Вы выпускаете сферу, которая летит в противника, и, опять же, в 10 метрах вокруг этого противника накидывает дизейбл на всех вражеских неписей. Все мобы начинают быть замедленными на 20%. Они наносят вам и вашим питомцам меньше дэмэджа, а вы наносите им больше урона. Но данную сферу можно не только в противников метать, но также еще и в ваших тиммейтов, в ваших союзников. И в таком случае вы, соответственно, ускорите их скорость передвижения и будете эффективнее хилить ваших тиммейтов. Но, как по мне, самое прикольное, что у данной ПВЕшной активки есть еще прожимная часть. То есть вы сначала закинули сферу, раскинули либо бафы на тиммейтов, либо дебафы на противников, а потом вы можете повторно активировать данную способность, и уже произойдет следующее. Вы притянете всех противников, которые будут в этом радиусе сферы находиться к вам лично, к вашему персонажу. Это просто как массовая стяжка у ДКшника работает. И условно для танков это невероятно сильная будет комбинация. Если мы вернемся к актуалу, опять же, то там у Blood ДК, у ДК танка, есть отдельная способность, отдельный талант, который позволяет массово гриппать всех противников, но он только стягивает не к персонажу, а к таргету. То есть, условно, у вас есть противник, вы на противника нажимаете способность, и к противнику все остальные стягиваются. Здесь же стяжка будет происходить к вашему персонажу, но по сути, работает плюс-минус идентично. И теперь пройдемся по пассивкам. Опять же, народ, кто не в курсе, теперь у нас работают не все пассивные способности, а только одна из трех, и вы можете их свапать каждые 30 секунд. Дамажная пассивка. Значит, призывает сферы, если не углубляться в подробности, вы их собираете, у вас дэмэдж увеличен на 3%. Эффект, который дает вам этот дэмэдж, длится 40 секунд, но сферы появляются каждые 30, то есть, по сути, мы еще с лихвой вот так вот получаем дополнительную прибавку к урону. Пассивка на деф понижает физический дэмэдж, который по вам проходит. При этом, если мы подобрали сферы, получили баф на 40 секунд на 3% дэмэджа, потом сменили пассивку на, допустим, вот эту данную, которая на деф, все равно останется эффект, который вам увеличенный дэмэдж дает. Поэтому вот так вот можно играться и пассивки прямо во время боя свапать. И лекарская пассивка «Слезы Феникса». Соответственно, 2% исцеления от вас исходящего эффективного, это то есть, которое именно захилило, будет преобразовываться в щит дополнительно на цели. Погнали в мир, посмотрим, как это выглядит и как это работает вживую. Итак, вот я зашел в мир, давайте наглядно посмотрим, как все работает. Кстати, забавный факт, вы не можете сбросить баф наследия Феникса, как другие бафы. Вот, например, Зимний Горн, пока я нажимаю, баф сбрасывается. На наследие Феникса не работает. Вот такой вот не баг, а фича. Допустим, дамажная пассивка, наследие Феникса. Если что, у вас 3 на выбор, да, и вы можете их менять. Давайте продемонстрирую. Если, допустим, выбираю депательную пассивку, у меня, видите, они уходят на КД. И только через 30 секунд я заново обратно смогу себе поменять какую-то из них. Вернем себе наследие Феникса и как она работает, данная пассивка. Как только вы входите в бой, ничего не будет происходить, если что. Нужно именно 30 секунд провести в бою, и только после этого начнут появляться активные сферы, которые, если вы подберете, каждая из них даст вам 1% дополнительного дэмэджа. И этот баф будет висеть на вас 40 секунд. Сейчас давайте подамажим манекенчик. Да, но 30 секунд, конечно, долго, с одной стороны, но зато потом будете бесконечно под этим бафом бегать, и он, в принципе, у вас не закончится. Вот, появились сферы, 2 из них почему-то сразу инста подобрались, вот, забегаю в третью, подбираю третью сферу, все. Теперь у меня 3 стака есть, весь мой дэмэдж увеличен на 3%. В принципе, почему бы и нет? Опять же, выглядит солидно.
3% дэмэджа просто из воздуха, перманентно на весь бой дальше. Это очень хорошо. Опять же, да, самое неприятное в этой пассивке то, что она работает не сразу, а только спустя 30 секунд. Но в принципе, какая вам разница найти первые 30 секунд, если потом в течение всего дальнейшего боя вы уже 100% и гарантом будете бегать под данной пассивкой. Если мы собираем хотя бы одну сферу, остается также 3 стака и они обновляются. Поэтому в принципе, если вот так вот будете тянуть с этими сферками, можете растягивать баф еще подольше. Но только помните, что сферы через 8 секунд пропадают. Теперь активная ПВПшная способность, которая немоту накидывает в радиусе и потом будет постепенно регенить нам силу рун. То есть, смотрите, я ее прожимаю, немота накинулась, видите, на 2 секунды есть. Но сила рун накопилась не сразу, а видите, постепенно тикает. Раз, два, и, видимо, 3 уже был, да. 3 тика, короче, происходит, и они, соответственно, нам регенят суммарно 45 сил рун по 15. Это и есть та самая грамотная балансная правка, про которую я говорил. То, что не моментально 60, а постепенно 45 в течение 6 секунд. Это хорошо. Ну и теперь наша ПВЕшная способность. Вы должны, вы обязаны увидеть данную анимацию перед тем, как брать созвездие Феникса. Значит, древняя сферка. Нажимаем, она у нас полетела. Вау, просто фаербол. Соответственно, баф сюдой, баф сюдой, баф сюдой тоже достал. Видите, вот эти 3 манекена были под бафом. Если я прожимаю еще раз, они все бы, вот эти 3 манекена, ко мне притянулись, к моему персонажу. Я так понимаю, прям вот в данную точку я бы их просто, ну, считай, что грипнул, да? Опять же, не забываем про те самые дебафы, которые набрасываются на противников. Кстати, я тут подумал, смотри, если мы данную сферку можем кидать в наших тиммейтов, значит, мы можем кинуть ее в нашего союзного вурдалака. Правильно? Правильно. При этом мы также поражаем противников дебафом, и после этого мы также можем притянуть их к себе. Окей. То есть вам даже не обязательно в противника данную сферу кидать, в принципе, можно ее обузить вот так вот и через тиммейтов. Не знаю, в каких ситуациях это будет нужно, но в принципе такая возможность есть. Это прикольно. Короче, какое у меня мнение по данному созвездию? Я думаю, что для ДКшника все еще созвездие Феникса очень хороший и сильный действительно вариант за счет дополнительной массовой немоты. При этом, конечно же, реген силы рун никуда не пропал. Да, понятное дело, стало поменьше, да, он стал не моментальный, но в принципе то, что 45 силы рун нам все равно дополнительно капает, помимо немоты, это очень приятно и все еще немало. 45 это много. Так что на ДК, я думаю, спокойно с этим созвездием можно дальше продолжать играть. Я не уверен, что оно лучшее для ДКшника, поскольку я все еще не проверил, но как одно из 100%. При этом, в принципе, для паладинов также остается актуально данное созвездие, поскольку позволяет вам все еще регенить ману. Да, немота тоже будет приятным бонусом, но вот для палыча именно реген маны основная вообще, в принципе, причина брать созвездие Феникса. И вот здесь все упирается в вопрос, насколько меньше стал данный реген, потому что я не помню, я не играл за классы с маной с данным созвездием в прошлых патчах, поэтому очень важно, от вас жду комментарий, насколько стало меньше регена маны с данным созвездием. Если сильно прям урезали реген в процентах, то, возможно, придется поискать альтернативу. Если стало чуть-чуть меньше, то остается также играбельным. Вот такой вот видос, народ. С вами проверили сегодня созвездие Феникса. Завтра будет проверка другого созвездия, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Пишите в комментариях ваше мнение, все прочитаю, все проверим. На сегодня же заканчиваю. Всем удачи, всем прогрессив в ПВП, в ПВЕ. Всем пока!